Джокер. Танец тела. Хоакин Феникс говорит: «Мое вхождение в роль Джокера начиналось с тренировки смеха, от которого я потом долго не мог избавиться». Поговорим о взаимодействии психики и тела. Любое событие в жизни или на экране можно рассмотреть под разными ракурсами. Я, как обычно, про психологию. Фильм «Джокер» – настоящая находка для психологов или скорее даже для психоаналитиков. По утверждению некоторых из них, смех Артура, персонажа Хоакина Феникса, не что иное, как реституционный синдром шизофрении. Этот синдром, по сути, является защитным механизмом психики и направлен на восстановление связи больного с окружающим миром. Здесь нужно сделать небольшую отсылку к формированию личных границ ребенка в детском возрасте. Если в результате каких-либо неблагоприятных факторов психика ребенка пострадала, его границы личности будут словно размытыми. Ребенок не будет чувствовать, где заканчивается его собственная личность и начинается что-то другое, отдельное от него. Он не будет понимать, где границы окружающего мира, и будет не способен защитить себя от посягательств других людей на свою личность. Да, именно в этот период формирования собственных границ личности у ребенка, подвергавшегося насилию, сформируется, условно говоря, поведение жертвы. Поскольку у такого человека с раннего детства закрепляются негативные факторы, направленные в его сторону, он будет постоянно проваливаться в подавленное или, напротив, агрессивное состояние, что по сути одно и то же, поскольку подавленность – это сдерживаемая агрессия. Это дремлющий вулкан, который однажды взорвется и будет уничтожать все живое на своем пути, оставляя за спиной смерть. Этот человек будет находиться в состоянии негативизма. Как говорит Артур, все мои мысли негативны. Психика и тело неразлучно связаны. И когда страдает психика, тело стремится прийти на помощь. У каждого человека своим путем. У Артура это проявление странного, несмешного смеха, похожего на истерику или кашель, а также характерные движения тела, формирующие его танец. Танец тела Джокера. Посмотрите внимательно на сцену в уборной. Что он делает в первую очередь? Он забегает в помещение и закрывает дверь обеими руками, всем корпусом, всем существом. Что происходит в этот момент? Он отгораживается от мира буквально посредством двери. Поскольку слабые внутренние границы грозят ему полным разрушением психики, он вынужден выстраивать их любым путем, спасая себя. Я хороший, мир плохой. Это не я убиваю, я просто защищаю себя. Это они плохие. Границы выстроены. Также защитой психики может быть синдром Капгра, синдром положительного и отрицательного двойника. Подробнее об этом смотрите в ролике психоаналитика Евгении Стрелецкой. Движения Артура после стремительного бега приобретают спокойные, мягкие очертания. Его тело пытается стабилизировать состояние возбуждения, прийти к гармонии, насколько это возможно. Скрещивание ног также говорит о стремлении закрыться от мира, найти свой уголок покоя и безопасности. Тело помогает создать свой танец, оно подсказывает движение. Или посмотрим на другой его танец на лестнице. Что мы видим? Я вижу ликование героя, словно освобождение от оков. Но эта свобода не дает ему сопричастности к миру и присоединения к нему. Увы, нет. Его тело заявляет: «Допинал я вас всех, доимел я вас всех». Вы видите эти движения? Считываете эти послания? А теперь поговорим о теле Артура в общем и целом. Помните, в своем ролике «Может ли маньяк быть красавчиком?» я говорила о том, что герой того сериала не воспринимается маньяком. Он выглядит слишком нормально, его тело слишком в рамках условной нормы. А в маньяке, в маниакально-депрессивном психозе человека, этого психически больного, непременно должны быть черты чего-то странненького, необычного, колющего глаз. Именно того, что будет выражено телом. Посмотрите на тело Артура.
Оно тонкое, словно нервное, истощенное, угловатое, колючее, но при этом не лишенное своей странной пластики. Фениксу просто браво. Ему пришлось намеренно похудеть для этой роли настолько, что стало сложно узнать. Даже нос заострился так, что кажется элементом грима. Все черты, все эмоции тела говорят о том, что с человеком что-то не так. И этот надрывный смех, и эти погруженные внутрь себя глаза, его странные мысли. «Вы меня не поймете», – заявляет Артур, словно отрезая себя от мира, снова и снова. Он уходит в себя, в ту точку психики, где его недолюбили, где его приковывали к радиатору, где его не кормили и избивали, где его уничтожали. Мир опасен, кругом враги, врагам смерть. А Фениксу снова браво. Это просто талантище. Так тонко показать мир больного, страдающего человека. Показать нам не условного убийцу из комиксов. К слову, от комикса тут только имя Джокер. А живого, настоящего, натуралистичного, реального человека. И, глядя на Артура, мое восприятие раскалывается на два фронта. Помните, в той сцене его больного воображения, где он сидит в комнате соседки, я представляю себя на ее месте. И вот так войти в свою комнату и увидеть странного, угловатого и опасного человека на своей постели меня бросает в дрожь, он вызывает ужас. Но понимая, из чего сформировалась психика Артура, видя в нем ребенка, который перенес много насилия, мое сердце обливается слезами. И я вижу себя, такую же. Вы слушаете ролик, и вам не видны мои слезы. И сколько еще людей прячут свою боль, выстраивая шаткие границы своей психики. Сколько еще людей прячутся от внешнего мира, лежа на своей одинокой кровати и проживая не реальную жизнь, а лишь репрезентацию своей фантазии, подобно Артуру. Сколько еще людей танцуют свой собственный танец, который никто никогда не увидит. Спасибо создателям фильма, столь тонкого и пронизывающего. Спасибо Хоакину Фениксу. Благодарю и вас за то, что дослушали